Город Эльбланг является представителем Северной Польши и известен в первую очередь одноименным судоходным каналом, соединяющим Вислинский залив и систему озер близ Оструды. Помимо этого, город, некогда бывший частью Пруссии, имеет ряд других достопримечательностей, включая старинную архитектуру и более современные аттракции. В Эльбланг мы приехали субботним летним днем. Термометр показывал комфортные 20 градусов и небольшую облачность, поэтому прогулка по городу обещала быть максимально приятной. Стартовая точка, Брама Торгова, сразу же пригласила нас подняться, показать город с высоты, познакомить и, возможно, влюбить. Само сооружение, к слову, датировано XIV веком. По пути наверх, кроме симпатичных интерьеров, мы обнаружили информационный центр и несколько других занятных помещений. А последний доступный этаж открыл нам панорамный обзор на близлежащие районы и старый город. Пожурив бронзовую фигуру юного пекаря, который по легенде когда-то спас город от тевтонских рыцарей, мы двинулись дальше по центральной улице, разглядывая все вокруг. Вскоре перед нами предстал кафедральный собор, он же костел Святого Миколая. Огромный, с красивыми витражами и в окружении разросшихся лип, внутри он оказался совсем скромным. Построенный в XIII веке, как и многие другие сооружения подобного плана, он пережил и пожары, и войны. В 1965 году костел был полностью отреставрирован, и сейчас, имея высоту 97 метров, является одним из 10 самых высоких храмов Польши. Покинув костел и осмотревшись, мы быстро нашли глазами вход в тот самый переулок, пожалуй, самое атмосферное место старого города. Так называемая стежка Костельна выступала ранее в качестве наиболее короткого соединительного прохода между тремя костелами. Но после Второй мировой войны уцелела лишь часть тропы, которую на долгое время законсервировали, а в 2006 году открыли для туристов. Минув еще один симпатичный квартал, мы очутились у стен городского музея. Плана попасть внутрь у нас не было ввиду и так насыщенной программы, но прогулку по территории никто не отменял, тем более на внутреннем дворе была обнаружена зона для релакса, а также другие объекты для исследования. Приближалось время обеда, и прогулка вдоль канала пришлась как нельзя кстати для неспешного поиска уютного ресторанчика. На воде мы заметили тот самый корабль из буклетика про уникальный рейс из Эльбланга в Оструду, который включает в том числе передвижение на рельсах сквозь сухопутные участки пути. Отзывы о нем, однако, были противоречивые, поэтому без сожаления мы двинулись дальше, на мост и в паб. Выйдя из паба, мы как раз застали сводящийся обратно мост и вскоре, вместе с другими ожидающими, вновь оказались в главной части города. Фонтан на площади у костела дал нам понять, что здесь мы проведем еще как минимум полчаса. И пока дети резвились, появилась хорошая возможность спокойно понаблюдать за окружающей жизнью небольшого польского города.
Время уже далеко ушло за полдень, и нам настала пора переместиться в другую часть города, в парк Долинка. Парк этот достаточно старый, но в конце 2021 года произошло большое событие в истории этого места. Завершилась глобальная модернизация парка с установкой около 160 единиц различного оборудования для отдыха, игр и занятий спортом. Припарковавшись у кладбища, которое, к слову, является как бы частью парка, и пройдя десяток метров, мы оказались в долине водопадов, или правильнее сказать, водных каскадов. Через парк протекает один из притоков реки Эльблонг, и вокруг него архитекторы сделали настоящую красоту. Совсем скоро, к радости Амельки в первую очередь, мы подошли к зоне детских площадок. Такого размаха мы, наверное, не видели нигде. Учитывая, что все это находится в муниципальном парке и доступно абсолютно всем жителям и гостям города. Солнце начало заходить, что означало скорое появление комаров, да и часы подсказывали, что кое-кому уже пора бы готовиться ко сну. Почти всю дорогу нас сопровождал красивейший закат, добавляя финальные штрихи в и без того яркую картинку этого дня в Эльблонге.